Привет! В прошлом ролике мы говорили о человеческом факторе и как он влияет на авиационную отрасль. В сегодняшнем ролике я предлагаю поговорить о той штуке, без которой авиации бы не существовало. Что такое самолет? Отвечая языком авиационных терминов, самолет – это конструкция тяжелее воздуха, которая летает в атмосфере при помощи силовых агрегатов, которые создают тягу, и неподвижно относительно других частей самолета крыла, которое создает подъемную силу. Не напрягаемся, сейчас все объясню. Вот у нас на крыле расположены два двигателя, которые всасывают воздух и выпускают его из своего сопла, тем самым толкая наш самолет вперед. И крыло, имея изогнутую форму в буквальном смысле, направляет встречный поток воздуха по своей поверхности, который толкает самолет вверх. Тем самым, согласно третьему закону Ньютона, сила притяжения тянет самолет вниз, а подъемная сила направляет вверх, тем самым уравновешивая друг друга. Из чего мы можем сделать вывод, что самолет взлетает при помощи двигателя и крыла. Впихнул двигло помощнее, воткнул крыло и полетели. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Так, стоп. Я не для этого создал канал, чтобы проходиться вот так поверхностно. Поэтому давайте копнем. Итак, сегодня вы узнаете, как летает самолет, можно ли взлететь самостоятельно, какие функции еще выполняют топливные баки и при помощи каких механизмов пилоты задают направление самолету. Вас рады приветствовать на канале Jet Airlines. С вами капитан корабля Джетагенов Вахид. Присаживайтесь поудобнее, пристегните ремни. Обещаю, полет будет увлекательным. Итак, все же, что же такое крыло? И да, самые внимательные уже заметили, что я обращаюсь к крылу в единственном числе. А самые догадливые уже поняли, что крыло у самолета одно. Но как такое возможно? Да, все дело в том, что у самолета, в отличие от птиц, крыло является одной целостной конструкцией. И у человека, который не в зуб ногой, может задаться таким вопросом. Ну как так? Вот я вижу самолет. Крыло слева, крыло справа. 1 плюс 1 равно 2. Два крыла. И поэтому я здесь, чтобы объяснить вам, как это устроено. При проектировке самолета пытаются сэкономить на всем, в том числе и на расположении агрегатов и деталей. Крыло в первую очередь является топливным баком, то есть при помощи нехитрой математики мы понимаем, что топливных баков у нас два. Но, взяв за пример Boeing 747, такую огромную махину с его расходом топлива в 12-14 тонн в час, можно прийти к выводу, что баков в его консолях крыла может и не хватить на 2 часа перелета. А летает он на расстоянии 11 тысяч километров при скорости 895 километров в час. И прибегнув к нехитрой математике за 4 класс, мы получим время, поделив расстояние на скорость, то есть 11 тысяч километров поделим на 895 и получаем 12 часов. Поэтому две консоли крыла стыкуются с центропланом, в которой тоже находится бак для топлива. И мы получаем одну плоскость, состоящую из двух консолей или полуплоскостей крыла и центроплана, который их объединяет в одну плоскость. Тем самым мы получаем одно крыло. Дальше, раз у нас речь зашла о топливных баках, а люди с профессиональными знаниями и навыками, наверное, уже покинули данный ролик, либо продолжают смотреть со словами: «А ну-ка, мальчик, повтори-ка, сколько баков у 747-го?» Нажмите у себя на кнопку PPS, чтобы перестать гореть. Сейчас я все раскидаю. В данной модели у нас 8 баков, 4 основных и 1 центральный, который находится где? Правильно, в центроплане. 2 расположены на каждом крыле. 2 резервных, не забываем, все у нас в самолете дублируется. И 1 находится в хвостовой части. Но зачем так много? Давайте я вам подкину вот такую схему. Стало понятно? Нет? Мне тоже. Поэтому давайте разбираться. В 747-м 4 двигателя. 4 бака, 4 двигателя. Стало понятно, что для каждого двигателя свой отдельный бак. Центральный стыкуется уже между главными. Резервные также соединяются с центральной топливной трассой. А вот для чего нужен бак в хвостовой части, он питает ВСУ, вспомогательную силовую установку. Также топливные баки служат для балансировки самолета. И давайте представим такую картину. Я надеюсь, что все катались на таких качелях. Если мы сядем на одну сторону, то другая сторона начнет подниматься. Если мы посадим кого-то на другую сторону, то сможем добавить баланса. Представили? Теперь давайте на эти качели поставим 2 бутылки и сядем на них.
Так, вот мы поставили две бутылки на качели. И давайте теперь начнем пить из них воду из трубочки. Если все идет равномерно, то мы также сможем придерживаться баланса. Но если вдруг кто-то из нас начнет опустошать свой бутыль быстрее, то наш баланс будет нарушен. То же самое произойдет и с самолетом. Если вдруг один из двигателей начнет потреблять больше топлива, то мы получаем нарушение баланса. И, следовательно, самолет начнет заваливаться. Но если топливные баки могут иметь конструкцию короба, то с крылом все совсем иначе. Крыло является гладкой аэродинамической поверхностью, благодаря чему набегающий поток воздуха делится на две части – верхнюю и нижнюю соответственно. И если скорость потока воздуха в нижней части находится без изменений, то в верхней части требуется пройти большой путь за счет своей выпуклой формы за тот же период времени. И естественно его скорость увеличивается, создавая разность в давлении. Чем быстрее поток, тем ниже давление в нем. И из-за разницы в давлении у нас возникает подъемная сила. И чем больше эта разница, тем больше и подъемная сила. Смотри, как интересно. А давай накинем еще немного научной терминологии. Не переживай, эта нудятина скоро закончится. А пока держи поцелуйчик за свою внимательность. Раз мы затронули тему аэродинамики, предлагаю накинуть еще пару фактов. Закон сохранения импульса по сравнению с тем, что я тебе сейчас скажу, цветочки. Поэтому давай перейдем к ягодкам. Набегающий поток воздуха воздействует на крыло силой, которая называется полной аэродинамической силой. А подъемная сила – это одна из составляющих этой силы. Вторая составляющая – сила лобового сопротивления. Вектор полной аэродинамической силы – это сумма векторов подъемной силы и силы лобового сопротивления. Вектор подъемной силы направлен перпендикулярно вектору скорости набегающего воздушного потока, а вектор силы лобового сопротивления параллельно. Держи еще один поцелуйчик, дальше будет понятнее. Самолет может взлететь только в том случае, если его вес меньше подъемной силы. С увеличением скорости также увеличивается подъемная сила, и самолет взлетает. И если подъемная сила равна весу самолета, то самолет летит прямо. Если самолет начнет увеличивать скорость, то и начнет увеличиваться скорость лобового сопротивления. Со временем они уравновесятся, и самолет полетит быстрее. Но с понижением скорости понижаться будет и лобовое сопротивление, и подъемная сила, и самолет начнет снижаться. Вы можете сами провести такой эксперимент, высунув свою руку в автомобиле и менять ее угол. С увеличением скорости можно заметить, что ваша рука начнет подниматься. Но не переживайте, вы не взлетите, если, конечно, вы не едете на Camry 3.5. Давайте теперь разберемся, зачем самолету такие большие двигатели. То, что им приходится тягать такую большую массу, это понятно. Так вот, если вы слышали о таком термине, как воздушное голодание двигателя, поздравляю, вашей машине с вами повезло. Если же нет, то тоже поздравляю. Вы адекватный человек. Вкратце, как устроен двигатель автомобиля. У нас существует поршень, который толкает вал, а в свою очередь тот передает движение на колеса. Но как заставить шевелиться поршень? Для этого нужно создать условия, а этим условием является взрыв. Взрыв происходит благодаря воздуху, бензина и свечей, который поджигает всю смесь, состоящую из воздуха и бензина. После чего происходит возгорание, следом взрыв. По причине сжатия поршня верхней точки нахождения в цилиндре, которая создает область высокого давления. Вся эта смесь сжимается и благодаря взрыву толкает наш поршень. Закрой поступающий поток воздуха в двигатель, и из-за отсутствия воздуха ваш мотор встанет, поскольку не может произвести этот взрыв, так как отсутствует кислород для возгорания. Так вот, авиационный двигатель работает совсем по-другому, но принцип с воздухом такой же. Давайте разберем, как это все устроено на самом деле. Есть такой закон Бернулли. Мы не туда свернули. Так вот, закон Бернулли. Сейчас объясню максимально просто. Давайте возьмем шланг с водой. Вот у нас есть поток воды, который бежит по шлангу. Если мы начнем в конце сжимать отверстие, то на выходе мы получаем то, что наша струя воды начинает литься быстрее и дальше за счет разницы в давлении. Тот же самый процесс протекает с воздухом в двигателе. Авиационный двигатель состоит из большого количества вентиляторов, а сама его форма выполнена так, что поток входящего воздуха благодаря этой же самой форме и вентиляторов будет сжиматься и соответственно вырываться быстрее. Эти самые двигатели имеют два контура, внутренний и внешний, для прохождения воздуха. Воздух, попадая во внутренний контур, проходит через компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, который вращается быстрее.
Нагретый воздух из-за высокого давления, потому что был сжат несколько десятков раз, попадая в камеру сгорания, где он поджигается до температуры свыше 1600 градусов. Далее наш воздух начинает раскручивать турбину высокого давления, которая находится на одном валу с компрессором высокого давления. После, снизив свою энергию, попадает на турбину низкого давления, которая находится на одном валу с компрессором низкого давления и вентилятором. Далее, попав в сопло и создав полезную реактивную тягу, воздух вырывается наружу, а во внешнем контуре воздух скручивается благодаря вентилятору, тем самым повысив давление и устремляется к соплу, где создается реактивная тяга. Из чего мы можем сделать вывод, что воздух нужен не только нам. А теперь давайте представим, как все мы любим путешествовать. Мы поборолись с аэрофобией, мы изучили человеческий фактор и мы полностью уверены в авиации. Итак, мы заняли место рядом с иллюминатором, и перед нами открывается шикарный вид на крыло. Но на Земле с ним что-то происходит. Давайте разберем, что это. Пока бортпроводница говорит о правилах поведения на борту самолета, а пилот приветствует вас, за бортом происходят удивительные вещи. Самолет, находясь на разных скоростях и высотах, работает по-разному. И, естественно, его функционал отличается от нахождения на Земле при высоте в 0 метров над уровнем моря, от высоты в 10-11 километров. И то же самое со скоростями от 0 км в час, пока дожидается, когда вы займете свое место, до 900 км в час в воздухе. Работа самолета имеет большой параметр разброса, и зачастую все зависит от крыла, поэтому его параметры очень велики. И не можем же мы постоянно менять конструкцию нашего крыла за перелет, исходя из условий полета. Или же можем? Возможность летать медленно для самолета также важна, как и быстро. Чем меньше минимальная возможная скорость на взлете, тем проще ему будет взлететь. И чем меньше ему понадобится взлетная полоса, тем меньше ему придется испытывать нагрузки. Всего этого мы сможем добиться благодаря механизации крыла, а самыми важными являются закрылки. Расположены они на задней части крыла, как это понятно из названия. Закрылки за крылом. И служат они для создания большей подъемной силы, например, на взлете при малых скоростях. Они делают крыло больше и меняют аэродинамические свойства. Но при их выдвижении мы можем увидеть, как вместе с ними выдвигаются еще такие штуки. Это пилоны, которые закрывают привода, которые держат наши закрылки. Так как закрылки испытывают огромные нагрузки. Но не можем же мы эти привода оставить голыми, так как они из-за сопротивления воздуха будут разрушены. Поэтому для этого и нужны эти пилоны. Давайте пересядем чуть вперед, и мы увидим предкрылки. Его механизм прост по сравнению с закрылками. Но для чего нужна эта маленькая полоска? Ответ будет краток: для распределения воздушного потока. Но стал бы я так упрощать? Конечно же нет. Для обеспечения более лучшей подъемной силы нам следует распределить поток воздуха по всей кромке крыла равномерно. Чтобы не добиться нарушения потока, чтобы самолет смог маневрировать и чтобы он не завалился, были придуманы предкрылки. Этот отклоняющий вперед носок стабилизирует поток воздуха, пренебрегая турбулентности и увеличив тот самый изгиб крыла. Набрав определенную высоту, самолету следует убрать закрылки и предкрылки, так как они нам больше не нужны и они больше создают сопротивление. Поэтому прочь их. Но для того, чтобы маневрировать в воздушном потоке, пилоту необходимо для этого определенный инструмент. И это у нас будут элероны. Подобно корабельному рулю, они управляют потоком воздуха, позволяя менять его угол, давая нам возможность в крене самолета. Если мы хотим накренить самолет влево, то на правой полуплоскости крыла элерон опускается, на левой поднимается. То же действие происходит и наоборот, если мы хотим накренить авиалайнер вправо. Иногда, чтобы упростить работу пилотов, но опять же, все зависит от конструкции самолета. Инженера добавляют в эту самую конструкцию флапероны. Грубо говоря, в флапероны вкладываются две роли. Первая роль – это роль закрылков, а вторая роль – это роль элеронов. Но данный способ используется в основном в истребителях. Туда пока мы еще лезть не будем. Но для заметки хотелось бы сказать, что их иногда и используют в гражданской авиации. И раз мы заговорили о маневренности, давайте перейдем к хвостовому оперению, которое обеспечивает путевую устойчивость во время полета, балансировку и лучшую управляемость за счет рулей высоты и руля направления. В момент, когда пилоту следует направить самолет вверх или вниз, он при помощи штурвала или джойстика изменяет угол рулей высоты.
Если ему требуется повернуть самолет влево или вправо, он при помощи педали меняет угол руля направления. Теперь, когда мы долетели до нашего места назначения, пилоту нужно как-то посадить всю эту огромную махину. Как он это будет делать? Помимо повтора процесса взлета, только наоборот, пилоту следует снизить скорость. И тут на помощь приходят интерцепторы, аэродинамические тормоза и спойлеры. Интерцепторы расположены в верхней кромке крыла. Они работают только вверх. Когда интерцепторы подняты, они разрушают воздушный поток воздуха на крыле, тем самым снизив подъемную силу, пренебрегая возможности клюнуть носом самолету вперед. Обычно преследует этому эффект отрицательного вертикального ускорения, и мы, как пассажиры, испытываем чувство падения. А также интерцепторы помогают элеронам в маневренности. На какой стороне они подняты, значит в ту сторону наш авиалайнер будет накренен. Спойлеры же нужны для создания воздушного сопротивления, без нарушения воздушного потока, а наоборот, создав торможение этому самому воздуху. И судя по представленным примерам, вы можете задать вопрос, а в чем разница между спойлерами и интерцепторами? И да, в большинстве случаев между ними нет никакой разницы, в отличие от их функционала. Здесь мы встречаем такую же особенность, как с флаперонами. Две функции в одном агрегате. Говоря уже об аэродинамических тормозах, то их расположение скрыто от любопытных глаз пассажиров и мало как влияет на подъемную силу, только на создание сопротивления. А вариативность их использования также зависит от функции самолета. Самые внимательные, наверное, уже обратили внимание на то, что я несколько раз произношу слово аэродинамика, но ни разу не даю ее определения. Что нам следует знать о аэродинамике в данном ролике? Так это то, что аэродинамика – это наука, которая изучает движение тела в воздушном пространстве. На этом в данном ролике все. Про аэродинамику мы углубимся в другой раз. В данном материале нам следует понимать, что самолету постоянно приходится бороться с воздушным потоком, так как тот самый воздушный поток препятствует нашему полету. Для этого у самолета есть обшивка, а сам самолет является достаточно аэродинамичной штукой. Обшивка же подобна коже человека, которая скрывает под собой силовую конструкцию, агрегаты и механизмы всего самолета, которые помогают ему летать. Но вот что меньше всего влияет на аэродинамику самолета, так это шасси. Шасси выполняет роль передвижения самолета по перрону или ВПП, взлетно-посадочная полоса, а перроном называют штуку, где припаркованы сами самолеты. Шасси также называют тележкой, так как на перемещение по перрону оно выполняет только роль крутящейся штуки. Если в машине колеса приводятся в движение благодаря разным штукам, такие как привода, валы там всякие, которые принимают крутящий момент от редуктора, расположенного в коробке передач, а это та штука, на которую опираются милые дамы при выборе авто. Самое главное, чтобы был автомат, а не механика. Так вот, если автомобильные колеса являются такой хитро выдуманной конструкцией, то так называемая тележка или шасси самолета лишена данной функции. Так за счет чего происходит движение? Тележка, она и в Африке тележка. Если ее толкают, она едет. Либо ей нужно придать тяги, а эти бархатные тяги как раз создают наши двигатели. Подытожив данную тему, я бы хотел сказать, что мы сегодня изучили только цветочки. А если вы хотите испробовать все плоды и ягодки авиации, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, отправляйте это видео своим друзьям и не забывайте, ведите себя так, будто вы всегда находитесь в самолете.